Приветствую, друзья, на канале Каска. В сегодняшнем видео я вам покажу, как слегка повысить FPS в Assassin's Creed Shadows, а также подобрать оптимальные настройки для разных систем. Покажу, что делать, если игра не запускается, и самое важное, то, с чем я столкнулся, как убрать эти негодные статтеры. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Тайм-коды в описании. Готовьте ваши ручки, давайте я вам быстренько расскажу за свой бусти и погнали. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. А начнем мы с вами, конечно же, с самого интересного. Нажимаем Escape, настройки, вкладка Видео, экран. Поле зрения. Я оставлю около 110%. Вертикальная синхронизация, мы ее отключаем. Разрешение. Выбираем по соотношению к вашему монитору. Но если у вас слабенькая система, но есть большое желание поиграть, можете, естественно, понизить ваше разрешение. Если у вас 2К, ставьте Full HD. Если у вас Full HD, ставьте, к примеру, 1280 на 720. Картинка, конечно, ухудшается, но FPS может вырасти. Самое главное, чтобы у вас был запас по процессору, иначе никакого смысла не будет. Ограничение кадровой частоты я выключаю. Тип масштабирования. Тут в принципе все очевидно. Если у вас видеокарта RTX, выбираем DLSS и ставим пресет качества. Если у вас 2070 и ниже, тогда какой-нибудь баланс, либо производительность. Если у вас видеокарта от AMD, выбираем AMD FSR, и тут уже зависит от мощности вашей видеокарты. К примеру, на пресете качества бусится достаточно большое количество FPS-иков. Если вы противник всех этих видов масштабирования, тогда специально для вас есть TAA. Тут, кстати, тоже можете поклацать и выбрать, допустим, качество, либо Native AA. Далее, генерация кадров. Я ее обычно не использую и пытаюсь максимально, как можно дальше, ее обходить. Размытие при движении тут по желанию. Можете оставлять включенным, можете выключать. И переходим на масштабирование. Тут у нас начинается самое интересное. Потому что настроек в Shadows достаточно большое количество. И разобраться во всем этом может оказаться сложной задачей. Особенно подобрать оптималочку для разных систем. Но вот то, что мне удалось найти по оптимизированным настройкам. Глобальное освещение при трассировке лучей. Кушает большое количество FPS. На AMD-шках это порядка 30%. На Nvidia около 20. Но у нас тут есть три варианта. Рассеивание только в убежище, рассеивание везде и рассеивание плюс отражение. Естественно, везде кушает чуть меньше FPS-иков, а рассеивание плюс отражение чуть больше. Я бы сказал, достаточно сильно больше. Если у вас есть запас по FPS, можете выбирать рассеивание плюс отражение. Но лично я выбираю рассеивание только в убежище. Но мне кажется, когда делает отрисовку движок игры, а не трассировка лучей, картинка более такая кинематографичная, что ли. Поэтому я оставляю только в убежище. Качество трассировки лучей. Среднее. Качество BVH. Очень высокое. Полноэкранные эффекты. Низкое. Качество источников света. Среднее. Качество теней. Параметры, которые тоже кушают достаточно большое количество FPS-иков. Разница между низким и максимальным около 20%. Я оставлю где-то среднее, либо высокое. Пул динамической загрузки текстур. Высокое. Постэффекты. Низкие. Качество воды. Кушает примерно 10% производительности. Ставим среднее. Качество частиц. Очень высокое. Дальность загрузки. Средняя. Дальность прорисовки. Разница между низкая и максимальная около 15%. Можно поставить среднее либо высокое. Микрополигоны. Высокое, качество рельефа очень высокое, деформация средняя, плотность мелких объектов очень высокая, виртуальные текстуры высокое, качество персонажей высокое, пряди волос, все персонажи среднее, качество облаков очень высокое и качество тумана высокое. По настройкам у нас получается как-то так.
Естественно, для слабых систем где-то что-то можете понизить. Я рекомендую обратить внимание на качество BVH и трассировку лучей, поставить на низкое, тени низкие, загрузка текстур. Все зависит от объема вашей видеопамяти. Частицы средние, загрузка низкая, прорисовка низкая, микрополигоны средние, рельеф где-то средний, можно низкий, деформация тоже низкая, плотность мелких объектов низкая либо средняя, виртуальные текстуры средние, персонажи низкие, пряди волос только игрок, облака низкий и туман низкий либо средняя. И нажимаем применить. Начнем с вами с самой важной части, как избавиться от статтеров или фризов. Я нашел несколько вариантов. Первый — это в конфиге, чуть позже с вами этого коснемся. Второй — для видеокарт NVIDIA. Делаем ограничение частоты кадров в игре, переходим на программные настройки, выбираем AS Shadows из списка и делаем ограничение по FPS-икам. Если у вас 80 FPS, ставьте где-то 70. Скорее всего, должно это помочь. Если у вас видеокарта от AMD, на вкладке игры переходим в профиль Assassin's Creed Shadows, здесь отключаем антилаг и подрубаем Radeon Chill. Ставим где-то 60, а пиковая частота 70. Это если у вас максимальный FPS около 80. В таком случае практически все фризы пропадут. И третий вариант универсальный для всех видеокарт и работает лучше, чем на AMD и лучше, чем на NVIDIA, потому что ограничение дает все-таки задержку. Это загрузить Riva Tuner. Оказавшись в игре, сворачиваем ее, и там, где указано Frame Rate Limit, ставим значение 70. В таком случае мы сделаем максимально стабильный фреймтайм для того, чтобы наш геймплей был максимально стабильным. Без рывков, без статтеров, фризов и так далее. Способ работает идеально. Ладно, давайте еще один вариант затронем. Нам нужно всего лишь отключить вот эту настроечку, а точнее выставить в убежище. На NVIDIA, скорее всего, фризов не будет. Это, мне кажется, больше связано с AMD-шкой, но могу ошибаться. Если у вас NVIDIA, напишите в комментах, как работает с ней и без нее. Поэтому, ребятки, отключайте данный параметр и наслаждайтесь плавным геймплеем. А если вам все-таки необходима эта трассировка, тогда используйте один из предыдущих вариантов. Самый лучший — это Riva Tuner. На рабочем столе нам нужно будет с вами сделать небольшую оптимизацию нашей системы. Для этого открываем мой компьютер, ПКМ на этот компьютер, свойства, доп. Параметры системы, быстродействие, параметры и ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие. Далее ставим галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Все остальное по желанию. И нажимаем применить. Если вдруг у вас вылетает игра, переходим на дополнительно виртуальная память, изменить. Убираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки. Далее диск C и ставим галочку на размер по выбору системы. Нажимаем задать и делаем перезагрузку нашей системы. После этого залетаем, проверяем, если все хорошо, так и оставляем. Если все равно присутствуют вылеты, тогда ставим галочку на указать размер и задаем следующие значения. Если у вас 16 ГБ оперативной памяти, ставим 4000 исходный размер и максимальный. Если у вас 32 ГБ, ставим по 2000. Иногда можно больше, ничего страшного в этом нет. Применяем и делаем перезагрузку нашей системы. Повышение файла подкачки помогает не всегда, но избавляет от большинства вылетов. Далее нажимаем поиск и пишем параметры. Переходим на вкладку «Система», «Дисплей», сам внизу находим «Графика». Если у вас Windows 10, тогда нажимаем «Поиск» и пишем «Настройки графики». Нажимаем на «Добавить классическое приложение» и переходим в папку с игрой. В моем случае это Steam, Steam Apps, Common и Assassin's Creed Shadows. Здесь нас интересует приложение AS Shadows. Нажимаем «Добавить». Далее нажимаем вот сюда, параметры GPU. Выбираем высокопроизводительный, там где указана наша видеокарта. Если у вас ноутбук либо две видеокарты, выбирайте самую производительную из них. Оптимизация для игр в оконном режиме. Так как AS Shadows работает на DirectX 12, по сути от этой галочки никакого смысла нет. Можете отключать. А в самом верху находим доп. Графические параметры. Здесь нас встречает планирование GPU с аппаратным ускорением. Если у вас галочка по умолчанию включена, тогда можем ее выключить, сделать перезагрузку нашей системы, зайти в игру и проверить. Если все хорошо, так и оставляем. Если стало хуже, тогда выходим и возвращаем все это назад. То же самое касается и другой стороны. Если вы зашли, галочка была выключена, тогда ее включаем, делаем перезагрузку, залетаем в игру и снова же проверяем. Тут все индивидуально, работает на многих системах по-разному. Переходим на вкладку игры, геймбар. Все, что здесь у вас будет указано, отключаем. Игровой режим оставляем включенным. Специальные возможности, визуальные эффекты
эффекты и отключаем эффекты прозрачности с эффектами анимации. Если у вас игра в Steam, давайте слегка настроим Steam. Открываем Steam, слева вверху нажимаем Steam, настройки, друзья и чат. Ставим галочку на отключить анимированные эффекты, библиотека. Ставим галочку на упрощенный режим, записи игр, не записывать, Remote Play отключаем. Нажимаем PKM на AS Shadows, свойства и отключаем Overlay Steam в игре. По сути, базовые настройки для среднемощных ПК мы с вами сделали. Теперь можете зайти в AS Shadows и проверить, что у вас там по производительности. Если все хорошо, все устраивает, так и оставляем, закрываем видосик и отправляемся покорять Японию. Если же у нас слабенькая система, тогда продолжаем. По ссылке в описании в телеге либо в дискорде качайте мой архивчик, называется AS Shadows by Casco. Здесь нас встречают 4 папки и некоторые ярлыки с приложениями. Начнем по порядку. Конфиг. То, что я говорил ранее. Starter Fix. Копируем 2 DL-ки, нажимаем PKM, копировать и переходим в папку с игрой. Здесь мы находим те же самые DL-ки и перекидываем на рабочий стол, для того, чтобы сделать бэкап. Далее PKM и вставить. Заменить файл в папке назначения. Как пишут люди в комментариях, помогает все это дело оптимизировать. Если вдруг у вас начались проблемы, наши файлики с бэкапом возвращаем взад. Если не стартует игра. Читал в комментах, у ребят, у которых видеокарты слабенькие, даже нет возможности запустить игру, чтобы изменить настройки графики в самой игре. Тут можно сделать проще простого. Открываем документы, AS Shadows, и здесь есть конфиг AS Shadows. Можем изменить настройки вручную, если вам интересно. Допустим, отключить трассировку, различные эффекты и так далее. Либо просто взять перформанс, либо баланс, скопировать Shadows прямо вот в эту папочку и подтвердить замену. Настройка видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, открываем папку AMD и делаем то, что указано по списку. Залетаем на сайт и качаем последнюю опциональную версию, потому что именно в этой версии сделали небольшую оптимизацию Assassin's Creed Shadows. Далее делаем установку. Если вам не нужна AMD Software, странно, но окей, можем сделать Minimal Install. В остальном случае делаем обычную установку. Производим то, что указано здесь у нас на картиночках. Для более свежих видеокарт переходим на игры, открываем профиль Assassin's Creed Shadows, отключаем антилаг, потому что это кушает небольшой процент FPS-иков, ну и плюс Radeon Chill, если будете включать, они вместе не будут работать. Нажимаем на дополнительно и качество фильтрации текстур ставим производительность. Все остальное особо не влияет на ваш FPS. Можете, конечно, режим тесселяции выбрать, переопределить настройки приложения и отключить тесселяцию. Если у вас видеокарта от Intel, то же самое. Картиночки, делаем настройку. И наконец NVIDIA GeForce. Залетаем на сайт, качаем последнюю версию, делаем ее установку и запускаем NVIDIA Driver Settings. Здесь мы переходим на программные настройки, выбираем в списке Assassin's Creed Shadows и делаем следующее. Частота обновления вашего экрана. Высшая, доступная. Размер кэше шейдеров 10 ГБ. Режим низкой задержки. Выключаем. Режим управления электропитанием. Можете поставить даже обычный. И в самом низу находим фильтрацию текстур качества. Нас интересует конкретно высокая производительность. Иногда можно поставить даже и качество, но в таком случае включите оптимизацию трилинейную и анизотропную. Следующая папка — очистка. Delete Temp Files. Выделяем все файлы, нажимаем Shift, Delete и да. То, что не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад. Delete Temp Files. Еще одна папка. Выделяем все файлы, Shift, Delete и да. Снова же то, что не удаляется, отменяем. Disk Cleanup. Запускаем и где-то раз в месяц делаем очистку диска C. Твики реестра. Тут по желанию можете их использовать, можете не использовать. Иногда бустит FPS, иногда не бустит FPS. Но перед тем, как делать их активацию, нам нужно сделать бэкап файлов реестра. Здесь все указано, и уже даже есть готовые бэкапчики. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM и открыть. Если у вас десятка, будет написано слияние. Game DVR 2, PKM и слияние. Отзывчивая система то же самое, PKM слияние. Сетевой тротлинг пропускаем. И системный приоритет тоже PKM и слияние. MSI мод. Нажимаем PKM и запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту, ставим галочку на MSI и приоритет выбираем High и нажимаем Apply. Закрываем. Xbox Game Bar и аппаратное ускорение мы с вами уже настроили. Далее нас встречает схема питания. Если вам необходима схема питания максимальная производительность, копируем данную команду, нажимаем PKM, копировать, закрываем, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, либо командная строка, да, нажимаем Ctrl плюс V, либо PKM. Далее Enter, закрываем и открываем ярлык схема питания. Показать доп. Схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Нажимаем поиск, пишем
изоляция ядра и целостность памяти отключаем. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. С вами был Каска. Желаю высокого FPS.